Друзья мои, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Совсем скоро, буквально через минуту, а может быть через несколько секунд, к нам должна присоединиться Александра Трусова, одна из лучших фигуристок планеты, и я думаю, что, в принципе, одна из лучших спортсменок планеты. Обязательно узнаем у нее, что она делала на этой самой тренируется сейчас, как она приходит в форму. Саша уже отправила вопрос, нет, запрос на участие в этом эфире. Саша, привет! Здравствуйте. Я так рада тебя видеть. Давай на «ты». Мы же год назад с тобой общались, помнишь, записывали большое интервью. Вот, и, честно говоря, ты мне тогда так запала в душу. Я очень сильно болела за тебя весь этот сезон. Ну и, соответственно, буду продолжать болеть. Спасибо. Как у тебя дела? Расскажи. Правильно я понимаю, что ты находишься в Кисловодске? Да, мы приехали сегодня. Как прошел твой день? Расскажи. Все смотрели на то, как Евгений Плющенко на автодоме до Кисловодска добирался, а вот как ты добиралась? Мы просто на машине ехали, на обычной, не на автодоме. Но долго очень ехали. Сегодня в 3 утра приехали. Ой, ничего себе. А дальше что ты делала? Может быть, уже на лед удалось выйти? Какие-то были тренировки? Нет, пока только взяли анализы, тест на коронавирус. Вот, Мгм. и ждем, когда будут результаты, потом только разрешат на лед. Я тебя поняла. Друзья, я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас смотрит. Обязательно пишите свои комментарии, пишите слова поддержки, любви Саше. И, соответственно, какие-то комментарии, какие-то вопросы я буду зачитывать в прямом эфире. И у нас еще в конце будет большой блок. Всех вопросов, вот, которые вы писали, самые интересные собрала, тоже попытаюсь Саше задать. Саш, давай мы про фигурное катание поговорим чуть позже, а сейчас вот вернемся к самоизоляции. Расскажи, пожалуйста, чем ты занималась, что такого интересного прочитала или посмотрела, например? Мы были в загородном доме всю самоизоляцию. Вот. У меня семья большая, с братьями я. Нам было нормально, не скучно. Собачки. У меня еще до собачка появилась. Да, Теперь же. да, 3 собаки и кошка. Вот. Ну да, читала книги всякие, училась. Готовилась к ОГЭ, которого не было. Мгм. Вот. Английский учу. Так, наверное, все. Пазлы очень Спрашивают, люблю собирать. Собирала пазлы. да, собачку спрашивают, взяла с собой на сборы или, к сожалению, не дали? Нельзя брать с собой. Эм, Я, я взяла, но одну. Тину, наверное, да? Да. Ну, понятно, твой талисман. Скажи мне, пожалуйста, а почему ты решила именно хаски завести? Это не моя собака, это собака моего брата, Мгм. Егора. Он очень давно хотел хаски, и имя уже у него было очень давно, поэтому как бы нам разрешили, так как мы в доме сейчас жили, и разрешили завести еще одну собаку. Классно. Скажи мне, остановитесь ли вы на этом или еще какую-то собачку вы заведете в ближайшем будущем? Очень много болельщиков об этом спрашивали. Я пока что не знаю, слишком много за год собачек завела. Вот. Ну, вообще, Э, да. Но, конечно же, когда у меня будет своя семья, конечно, у меня будет намного больше. Понятно. Ты сказала, что ты готовилась к ОГЭ, которые отменили. А какие ты планировала сдавать экзамены? По каким предметам? Ну, русский, математика, биология, обществознание. Мгм. Еще такой вопрос. А расстроилась ли ты, что экзамены отменили? Обидно тебе стало или подумала, ой, все, что не делается, все к лучшему? Ну, если бы его отменили раньше, было бы, конечно, лучше, потому что весь карантин, каждый день я училась с утра, готовилась. Все учители сказали, жалко, что отменили, теперь бы ты точно сдала. Все. Мгм. Вот. Ну, поэтому расстроилась немножко. Понятно. А ты, кстати, уже думала, тоже это вопрос от наших зрителей, а ты уже думала, куда ты бы хотела поступать? Или пока еще не думаешь об этом, сосредоточена только на фигурном катании? Я университет, институт имею в виду. Я сначала, конечно, ну, как все, на физкультурный,
потому что тут как бы мне пока спортом занимаюсь, в принципе, наверное. А вот второе образование не знаю еще пока что. Понятно. Скажи, а ты сова или жаворонок? Во сколько ты просыпалась на карантине? Ну, наверное, жаворонок. Я всегда рано встаю. Всегда. В 7:30 норма. Ничего себе, понятно. Скажи, а новый сериал какой-то любимый появился или по-прежнему «Игра престолов» №1? Ну, новый, наверное, нет, да, я вот после того раза, когда было то интервью, я не смотрела «Игру престолов», с того момента я посмотрела, конечно, мне очень понравился, и «Молодежка» так и осталась моим любимым сериалом. А не жалко тебе было, что Дейнерис вот в последнем сезоне ее сделали такой прям, ну, антигероиней, скажем так? Ну, мне все равно, я не считала ее антигероиней, мне очень она нравилась. Вот, очень жалко, что ее в конце убили. Да, согласна с тобой. Скажи, пожалуйста, а как ты тренировалась во время режима самоизоляции? Сколько было тренировок в день? Какие это были задания? 2, как и с утра я обычно бегала, там, ну, все по чуть-чуть, пресс, спину, всякие подкачку, а вечером уже прыжки, все, которые мы делаем на полу, вот, прыгала побольше времени проводила вечером. А сколько всего, получается, в день тренировалась? Сколько часов? Мне кажется, час с утра и, наверное, 2 вечером, где-то так, наверное. Понятно, то есть 3 часа. Скажи, пожалуйста, ну как ты считаешь, вот удалось сохранить форму свою за все это время? Я думаю, нет, конечно, очень трудно без льда. Даже если проводить столько же часов тренировки, то все равно пропадает ощущение льда, все равно не получается так же прыгать, кататься, как было до. Ну а вообще, вот ты как-то волнуешься перед тем, как выходить на лед? Я так понимаю, когда уже завтра, да, можно будет? Я не знаю, как только придут результаты, так сразу на лед. Ну, волнуешься немножко? Нет, я люблю и восстанавливать прыжки. Вообще мне, в принципе, нравится все, что мы делаем, поэтому я не волнуюсь. Как будет, так и будет. Слушай, Саша, хороший такой был комментарий про то, что Дейнерис так и не стала королевой, но ты станешь. Но я считаю, что ты, в принципе, уже стала королевой наших сердец точно. Скажи, а ты участвовала вот в этом челлендже Home Team Hero от Adidas? И до 7 июля за каждый час активности нашей, да, твоей в приложениях, они будут перечислять по $1 в фонд солидарности и реагирования на COVID-19. Вот удалось, нет, тебе так потренироваться в приложении уже? Еще нет, но я думаю, что я потренируюсь еще. Да, я вот тоже сегодня как раз планировала. Скажи мне, Саша, вот каждый человек, мне кажется, любой из нас планировал, ну, пытался во время этой самоизоляции, пока мы сидели дома, найти какие-то плюсы. Вот ты какой-то плюс для себя в этом нашла? Может быть, не знаю, стало больше времени с семьей проводить? Вот чего тебе не хватало? Да, конечно, очень много мы провели. Я провела со семьей, с братьями, с собачками. Конечно, есть плюс в этом. Вот. Много было времени. Сделали все, что мне не давалось сделать в сезоне. Ну, а что это, например? Ну, гораздо. Мы там смотрели фильмы вместе, гуляли на нашем участке, ну, в доме. Это важное замечание. Ну, у нас участок, поэтому на нем можно было погулять, вот, с собаками поиграть. А какие фильмы смотрели? Что тебе понравилось? Что запомнилось? Ну, я так не могу сказать. В последнее время просто учусь. В основном я читаю книги. Сейчас книгу Мишина читаю. Вот. «Тает лед», да, которая? Ну, да. Сейчас вот вышла последняя, ее читаю. А запомнилась, нет, или не «Тает лед» она называется, запомнилась тебе какая-то история вот из этой книги? Я потому что, когда брала у Леши Ягудина интервью, тоже эту книгу читала, но, честно говоря, вот так вот. Я еще не дочитала, поэтому как это читаю,
так я не могу сразу. Но М. пока нравится мне. Ну, интересно, да, очень Да. интересно. Скажи, Саш, а вот у многих людей сейчас прям таймеры включены на то, сколько можно проводить времени в соцсетях. Вот. И если там больше, например, часа или 2 часов, то там iPhone тебя об этом предупреждает. Вот ты сколько обычно в день тратишь на соцсети? Я стараюсь не заходить туда, только что-нибудь выложить, вот, Мгм. ну, чтобы людям, что посмотреть у меня, вот. А так, в основном не захожу. Мгм. А вот насколько ты вообще читаешь комментарии, новости какие-то, те же самые соцсети? Не читаю Не вообще. читаешь? Вообще, слушай, какая ты молодец. Саш, а вот смотри, если, например, говорить про прошлый сезон, да, понятно, что сейчас ты находишься на пороге чего-то нового. А вот ты анализировала же наверняка прошлый сезон. Вот к какому выводу ты пришла? М, Ну, в прошлом сезоне я считаю, что, в принципе, я и 3 четверных прыгнула, и 4. Мгм. Для меня это важно очень. Я стараюсь каждым годом все больше и больше вставлять. Вот. Ну, ничего страшного, что не получилось 5. Я надеюсь, что получится в следующем сезоне. Я считаю, что я не могла справиться с волнением на тех стартах, которых я срывала Мгм. прыжки. Вот. А над какими компонентами, Саша, вот ты планируешь больше всего работать в этом межсезонье? Вот какой тебе хочется выйти на лед уже в новом сезоне? Какой ты себя видишь? Конечно, мы будем очень много работать над скольжением, вращениями, над артистизмом. Конечно, над техникой никогда не будем Мгм. забывать. Вот. Хочу постараться максимально хорошо подготовиться и выйти и кататься намного лучше и чище, чем в этом сезоне. Ты знаешь, тоже очень много этот вопрос задавали в комментариях. Что тебя мотивирует на то, чтобы не оставаться на достигнутом и развиваться? Я считаю, что я очень мало достигла еще, и хочется больше, и выиграть соревнований, и выучить четверные, вот, Все. которые, да. Скажи мне, а вот, вот что должно произойти, чтобы ты сказала, ну все, я довольна достигнутым? Вот что Все должно соревнования, произойти? которые есть, выиграть, и все четверные в программе сделать. Мгм. Кстати, как поживает твой четверной Ридбергер? Ну, так как была самоизоляция, я не каталась. Мгм. Я еще не пробовала его, но надеюсь, конечно, попробую. Но как ты думаешь, в следующем сезоне, ты понимаешь, ждем мы четверной Ридбергер и тройной аксель в программе? Ну, тройной аксель, конечно, будет 4 Ридбергер. Если выучу, конечно, оставлю. Мгм. Скажи мне, пожалуйста, а вот ты уже знаешь, с какими специалистами ты будешь работать на ежедневной основе? Вот сейчас, вот в этом межсезонье, может быть, Сергей Розанов, да, кто-то еще. Ты, например, с Александром Волковым раньше работала. Я еще пока что не знаю. Все будет принимать решение Евгений Викторович. Мгм. Вот, посмотрим. Мгм. Ты знаешь, вот, кстати, Евгений Викторович, я-то думала, я буду говорить там в этом интервью, ну вот Женя Плющенко, но нет, Евгений Викторович. Он сказал, что ты программу для своих выступлений будешь выбирать сама. Вот какие бы образы тебе хотелось воплотить в новом сезоне? Я хочу разные совершенно программы. Хочу медленную, Мгм. точно. Вот, программу. Но точно еще пока что я не знаю. У нас много вариантов есть, так что посмотрим. Да, ну немножко приоткрой завесу тайны. Что это за Нет, варианты? Нет, еще рано? да. Скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что вот как происходит сейчас все-таки выбор музыки, выбор образа? Ты действительно сама будешь, ну, финальное решение будет за тобой, но ты будешь к кому-то прислушиваться? Или это вот прям ты и только твое решение? Нет, мы, конечно, будем вместе выбирать и, конечно, буду советоваться.
Мгм, мгм. Скажи, а вот кто у тебя вообще любимый музыкальный исполнитель? Или, может быть, какие-то из последних песен у тебя там на повторе стоят? Что сейчас Э, нравится слушать? Ну, я очень много что слушаю, и так одного нету. В основном сейчас братья мне музыку выбирают, и я слушаю, что они хотят. Мгм. Вот, так как мы очень много были вместе времени. Ну, мне нравится их вкус, так что Ну, а расскажи, что это за исполнители? Просто хочется каких-то имен услышать. я не знаю. Говорю же, Так, это братья. понятно, понятно. Слушай, тут такой комментарий по поводу твоих программ. Типа, ну, пожалуйста, ну, намекни. Но мы услышали хотя бы то, что один из образов будет более такой лирический, правильно? Да. А скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, вот над раскрытием твоего артистического таланта, ты же тоже наверняка будешь работать, и каким образом? Да, мы будем работать, будут разные специалисты, чтобы быть и в технике, в артистизме, в скольжении, в вращениях намного лучше. Буду стараться. Мгм, мгм. Вот просят, покажи Тину, она где-то сейчас рядом с тобой находится, нет? Эм, Посмотрю, Так. э, чтобы знать, где она. А вот, сейчас. Вот. О, привет! Ну, конечно, куда без нее? Слушай, такая хорошенькая. Саш, а можешь, пожалуйста, показать, это твой номер, да? Вот сколько вы будете жить на сборах в Кисловодске? Насколько вы туда приехали? Пока, по-моему, на месяц, но еще неизвестно, насколько продлится. А можешь перевернуть камеру, просто вот показать, вот какая комната на сборах у Саши Трусовой? Нет. Нет? Стесняешься? Понятно. Слушай, ну я так поняла, что 20... Ты сказала, что ты на месяц сюда приехал, 23 июня, а у тебя день рождения, тебе 16 лет, как будешь праздновать? Возможно ли вообще день рождения на сборах отпраздновать? Возможно, но не на самоизоляции, когда мы не можем никуда выйти. Вот. Но я тут не одна, так что Мгм. есть дети, тренеры. Я думаю, что будет весело. Ну смотри, еще есть идея с зум-вечеринкой для твоих фанатов. А какой бы ты подарок хотела получить на свой день рождения? Не знаю, еще не думала. Не Еще думала, долго. серьезно? Да. Понятно. А скажи мне, пожалуйста, а с кем, может быть, из учеников Академии ты уже успела пообщаться, подружиться? Появились у тебя друзья какие-то новые? Еще пока нет. Еще Э, вообще. Мы, мы не виделись, потому что была самоизоляция. Сейчас, надеюсь, когда на лед выйдем. Но я уже, конечно, знакома, когда мы были у Итея Гергена с Софьей Титовой Мгм. и с Вероникой Жилиной, которая тоже пришла из группы Итея Ты знаешь, а мне всегда было очень интересно, вот Софья Титова, она же недавно прыгнула четверной на тренировке, на домашней. Скажи мне, а она как-то спрашивала у тебя совета? Ну, в плане четверных ведь ты всем задаешь планку. Готова ли ты как-то, может, поддерживать, подсказывать ее, ей? Ну, когда она спросит, конечно, готова, или когда у нее будет получаться, когда я это увижу, но так пока что еще нет. Ну, Мгм. еще, у нас еще не было совместных тренировок, поэтому пока нет. Саш, а кого ты считаешь, в принципе, вообще своей лучшей подругой? М, Ну, лучшей подругой, наверное, мама. Ой, слушай, какой классный ответ. Я вот помню, ты год назад мне в интервью рассказывала, что, ну, ты очень хорошо относишься к Жене Медведевой, и она для тебя, ну, в чем-то пример. Скажи, пожалуйста, а ты с ней как-то продолжаешь общаться после того, как она переехала, или не получается никак? На соревнованиях общаюсь, Угу, когда мы видимся. Вот, в этом сезоне много раз было с ней вместе соревнования. Вот, так, нет, не общаемся. Ну, э, угу. по телефону не общаемся. А вот, кстати, хороший вопрос. Правильно я понимаю, что все-таки вы по одному, да, сейчас живете на этой базе в Кисловодске? Или тебе нужно с кем-то делить комнату? Нет, по одному.
По одному. А, извини за такой вопрос, а ты с родителями приехала или ты вот на сборах сама по себе? А они меня привезли и уехали. Будешь скучать? Конечно, я без мамы не могу. Ну да, я помню, я вас видела вместе. Очень ты мне похожа. Саша, вот Татьяна Тарасова говорит, что ты первооткрывательница, что тебя знает весь мир. Вот чувствуешь ли ты всемирную известность? Тебе нравится, когда говорят там русская ракета, королева квадов? Конечно, мне очень приятно. Очень приятно, когда фанаты так поддерживают. Вот. Я всех очень люблю, стараюсь всегда им давать автографы и фотографироваться с ними. Вот. А не отвлекает вот это вот внимание фанатов от, не знаю, там, от тренировок, от тренировочного процесса, от соревнований? Нет, не отвлекает. Я обычно выхожу после только проката к Мгм. ним. Вот. До проката не даю ни интервью, ни фотографии, ни автографы. А после всегда. А ты вообще как, вот даже интервью дать, ну, для тебя это какой-то челлендж? Или, в принципе, ты себя очень комфортно чувствуешь там в общении с прессой, например? Ну, раньше вообще, конечно, не любила, но сейчас Мгм. уже стало полегче. Понятно. Смотри, вот вопросы от болельщиков, которые очень много их, ну, там, присылали в течение 2 дней, с тех пор, как мы начали анонсировать это интервью. Итак, поехали. Какой из четверных твой любимый? Тулуп. Чего? Тулуп. Ага, понятно. А какой твой самый любимый элемент в фигурном катании и какой самый нелюбимый? Эм, Мне очень нравится все в фигурном катании. И ничего, что не нравится. Мгм. А какой образ, который ты воплощала на льду, твой самый-самый любимый? Мне очень нравилась Big Spender Мгм. программа и Дейнерис. О, да, она шикарная. А выступление на каком турнире тебе запомнилось больше всего? В этом году или в общем? Вообще, вообще. Вообще, самый запоминающийся мир юниорский первый. Мгм. А почему? И что ты вот вспоминаешь о этом соревновании? М, Я помню, как мы готовились очень долго. Все были на Олимпиаде, Мгм. тренера, кроме Сергея Александровича. Мы с ним вкатывали 2 четверных к миру. Вот. Между миром у нас был финал Кубка России. На нем я первый раз попробовала 2 четверных. Сделала Мгм. сальхов и упала очень страшно с тулупа. Ну, по крайней мере, все испугались, но мне было не больно. Мгм. Вот. А потом к миру мы вкатали, я сделала. Мне очень он запомнился, потому что долго к нему готовились, и я сделала именно там, в нужный момент. Вот. Собралась и сделала. И после сразу произвольной программы Мгм. вечером я заболела. Ой. Ну, наверное, это потому что на стрессе. Наверное, просто потому что ты выложилась очень сильно эмоционально и физически. Может быть, да. А скажи, пожалуйста, а вот если последний год вспоминать, то самое главное, ну, вот самый главный старт для тебя какой был? Какой ты вспоминаешь, там, какой тебе запомнился больше всего? Какой запомнился? Мгм. Запомнился, думаю, Japan Open, где 4 прыгнула четверных. Мгм. Ну, главный, наверное, должен был быть мир, но так Европа. А скажи мне, пожалуйста, ты сильно расстроилась, когда чемпионат мира отменили? Ну, сначала я не могла поверить, что может быть что-то, что заставит отменить соревнования в фигурном катании. Мгм. Вот. Потом расстроилась, потому что я была, в принципе, готова к нему. Я собиралась в короткой прыгать аксель, а в произвольной 5 четверных. Вот. Ну, потом я подумала, что мир каждый год, ничего страшного.
Понятно. Блин, мы бы, конечно, посмотрели бы на это с удовольствием. Скажи, пожалуйста, а вот эта вот пандемия коронавирусная, которая, в принципе, охватила весь мир, ты когда узнала вот о том, что соревнований чемпионата мира не будет, ты подумала, что, ну, блин, может быть, надо было все-таки провести, или ты уже тогда понимала, что это вот все настолько серьезно, и как ты это, ну, стоически перенесла? Я считаю, что все правильно сделали. Мгм. Важнее здоровье. Э, Мир, еще раз говорю, каждый год, ничего страшного. Понятно. Так, продолжаем мы задавать вопросы от наших слушателей, зрителей, всех на свете, всех тех, кто очень активно писал последние дни. Итак, сколько коньков у тебя уходит за один сезон? 5 пар. 5 пар. И получается, что ты каждый из них раскатываешь. Вот насколько вообще больно происходит этот процесс? Сейчас уже не больно совсем. У меня много силиконов, губок, которые я подкладываю на ноги, чтобы Мгм. не натирала. И раскатываю я довольно быстро. Перед финалом 2 недели было, я поменяла коньки до Две финала. недели? Да. Ничего себе, как быстро. Саш, какие качества ты наиболее ценишь в людях? Вот что для тебя важно? Меня заедал вопрос, я не услышала. Какие качества ты больше всего ценишь в людях? Э, Наверное, целеустремленность и терпение. Понятно. А ты себя считаешь сама терпеливым человеком? Думаю, не очень. Не очень, а почему? Мне надо все и сразу всегда. О, я тебя в этом понимаю. Кому из тренеров, тоже вопрос от зрителей, кому из тренеров ты наиболее благодарна за умение прыгать четверные? Я очень благодарна всем моим тренерам. Все внесли вклад в мои четверные прыжки. Смотри, еще такой вопрос, тоже очень много задавали. Он такой: сколько ты весишь? Тебя спрашивали про рост, про вес. Насколько ты готова сейчас делиться этой информацией? Про вес я не буду говорить никогда и нигде. Почему? Это чисто женское или что? Конечно, я не знаю, любую, мне кажется, девушку или женщину, если спросить, никто не скажет. Я тебе так скажу, все скажут, но цифру назовут неверную. Пару килограммов обязательно скостят. А что касается роста, ты подросла за последнее время, нет? Сама вот замечала это? Ну, за сезон точно намного подросла. Сейчас я уже давно намерилась. М, В конце сезона была 157, ну, сейчас, наверное, чуть больше. Понятно. Какой твой любимый вид спорта после фигурного катания? М, Мне нравится художественная гимнастика, синхронное плавание и балет, но это не спорт. Ну, такой, на стыке. А ты бы себя могла представить вот в каком-то из других видов спорта или только в фигурном катании? Ну, это, конечно, представить я себе не могу в другом виде спорта, но попробовать так просто, в принципе, мне хочется. И на пуантах я пробовала Мгм. эм, стоять. Мы занимались с Людмилой Борисовной раньше. Мгм. Вот. А, и почему-то я очень хочу попробовать с шестом прыгнуть, но я думаю, что у меня не получится. Как Лена Исенбаева. Да. Слушай, а откуда у тебя вообще такое желание появилось и давно ли? Я даже не знаю, но мне просто интересно, что они ощущают в момент прыжка, что ли. Ну, я не знаю, просто попробовать хочу. А что ты сама ощущаешь во время твоего прыжка, Саша, вот ты успеваешь, я не знаю, там что-то подумать в эти миллисекунды? Э, Ну, практически нет. Эм, Я думаю до прыжка, что мне надо сделать для того, чтобы правильно прыгнуть. И ну, в воздухе могу немножко поправить там или э, понять, что где-то я неправильно сделала, что надо сделать дальше, чтобы спасти прыжок. Мгм.
А насколько, вот, ты считаешь, как бы, такой вопрос от человека, который никогда не прыгал в прыжки в фигурном катании, который еле-еле стоит на коньках, а насколько вообще вот реально эти прыжки бывает спасать? Ну, то есть это же все, я не знаю, там реально доли секунд. Бывает, кажется, что ты очень хорошо вылетел, летишь, крутишься и падаешь. А Мгм. бывает наоборот, ты взлетел, кажется, все, точно сейчас упадешь, но каким-то образом получается сделать так в воздухе, что стоишь на ногах. Но это как? Это как-то все само, да, происходит, как бы, или это вот мельчайший контроль, как ты считаешь, с твоей стороны? Меня, наверное... Ну, нет, я стараюсь, конечно, контролировать все прыжки. Знаю, что нужно сделать, чтобы их прыгнуть, но в четверных, мне кажется, еще пока что не до конца, поэтому бывают срывы. Мгм. Скажи, пожалуйста, вот многие тоже люди писали по поводу того, что ты можешь посоветовать новичкам, тем людям, которые только понимают, что хотят заниматься фигурным катанием профессионально. Посоветовать могу только терпеть, работать и стараться добиваться успеха. А как ты считаешь, вот во сколько лет вот оптимальный возраст, да, для того, чтобы начинать заниматься фигурным катанием? Вот во сколько это уже происходит осознанно? Ну, во сколько начинать, во сколько осознанно, мне кажется, это разный возраст. Мгм. Я считаю, что в 4 нормально начать заниматься фигурным катанием. И эм, осознанно, ну, у меня с 9. Ты именно тогда, да, поняла, что вот ты хочешь стать олимпийской чемпионкой во что бы то ни стало? Нет, олимпийской чемпионкой хотела быть всегда, ну, может, не с 4, но с 5, с 6, но до конца не понимала, что для этого должна сделать. Мгм. А с 9 я точно знаю, что надо сделать и как Подожди, работать. а что? Расскажи нам, что надо делать, как работать? Просто очень усердно, много тренироваться, стараться сделать больше и больше, чем все. Понятно. Кстати, хороший тоже был вопрос из комментариев. А играла ли ты сейчас в футбол со своими братьями? Да, мы играем в футбол во дворе дома с Мгм. папой, братьями. Ну, иногда мама присоединяется. Ну и как у Нет. тебя получалось? Нормально, только, конечно, по сравнению с папой и Егором, которые занимались футболом, как-то я не очень играю. Ну, голы получалось забивать, нет? Ну да, иногда, ну случайно. Ну, понятно. Так, продолжаем блиц вопросов от зрителей. Есть ли у тебя любимая косметика? Эм, Бренд любимый. Угу. Мне кажется, я одной никогда не пользуюсь. У Ну, меня всегда расскажи. разное. Да, вот расскажи, вот чем ты пользуешься. Вот какие М, там средства, какие бренды, там что, там, не знаю, любимая помада, любимые тени, любимая тушь. Всем девчонкам Любимая, интересно. любимая помада Estee Lauder. Это Мгм. мне подарили фанаты. На ней, ну, в очень красивом флаконе, очень красивого цвета, на ней, ну, выгравировано мое имя и конючка. Класс. Вот. Тушь тоже Estee Lauder. Есть помады Dior, MAC, разные Мгм. там карандаши, подводки, Шисейда есть. Ну, разные у меня А совсем. ты так описал, а у тебя большая вообще косметичка? Дома, да, у меня большой такой этот чемодан, как, не Мгм. знаю, он расстегивается, так раздвигаются э, Мгм. полочки. Вот. А с тобой беру немного. А вот сколько тебе нужно косметики для того, чтобы накраситься на программу? Немного. Я крашу в основном тени, тушь, стрелки, наверное. Ну, помада, естественно, и иногда брови. Все. Мгм. А ты сама или все-таки пока что мама помогает?
Стрелки мама иногда помогает, а так сама. Ну, стрелки — это самое сложное макияж, это правда. А по поводу твоих волос, стригла, не стригла, мерила, там, сколько сантиметров сейчас, нет? Не стригу никогда. Мерила, ну, до колена, сколько Мгм. сантиметров, не знаю. Понятно. Есть ли у тебя любимая марка одежды, кроме Adidas? М, Ну, спортивного нет, Мгм. а м, так мне нравится Луиджо, Мгм. вот. У меня есть много оттуда одежды. А как вообще тебе нравится выглядеть? Вот какой стиль тебе наиболее близкий? Удобнее всего в спортивном костюме. Серьезно? Да. А как же, не знаю, платьишки, там, ну, что-нибудь такое Я очень люблю красивое? и платья, и все, и каблуки. э, Очень на высоком каблуке. Но, но я редко куда хожу, Мгм. только на банкет. Вот, поэтому у меня мало. Понятно. А любишь ли ты смотреть YouTube? Тоже вопросы от болельщиков. Ну, смотрю иногда. Мгм. А что? Ну, чаще всего, наверное, что-то про животных, какие-нибудь смешные видео. Вот. Бывает себя. Да. Тебя? Да. Но это редко, обычно после программы я смотрю, как я Мгм. выступаю. А что ты чувствуешь, когда ты пересматриваешь свои программы? И вообще, сколько раз ты пересматриваешь вот программы после выступлений? Смотря как выступила. Так. Ну, хорошо, если и с мира, вот с юниорской я пересматривала очень много раз. А, естественно, где плохо, один смотрю. Что ты чувствуешь, когда пересматриваешь, Саш? Ты анализируешь, думаешь, так, вот тут надо было это, а тут надо было это, или просто вот, ну, как бы смотришь, не знаю, и просто пытаешься вот прочувствовать эту программу. Вот какие ты эмоции испытываешь? М, Ну, сначала, наверное, просто смотрю, а если еще смотрю, то тогда смотрю, что я не доделала и в хореографии, и в технике, что могла бы сделать так, чтобы получилось хорошо. Вот. Ошибки исправляю. Саш, вот, а ты всегда была такой перфекционисткой? Не знаю. Да. Всегда или нет? Мне кажется, всегда. Скажи, Вот, пожалуйста, а какое, вот я спросила про образы, да, которые твоя любимая, а какое у тебя любимое платье для выступлений? кстати. По красоте или по удобству? И по красоте, Саш, и по удобству. Самое удобное было Вивальди. Мгм. А, Самое красивое. Мне очень нравилось э, произвольная этого сезона, но бордовая. Мгм. Понятно. А, скажи, пожалуйста, а вот я тебя спрашивала про то, как ты будешь искать там вдохновение, образы для новой программы, а как происходит процесс создания костюма? Сначала эскиз рисуют, потом показывают, если одобряют, приносят купальник, меряют меня, закалывают булавками на мне, Мгм. потом приносят без страз готовый костюм, потом определяют, что где неудобно, где надо по-другому, где, может быть, поменять что-то, и на следующий раз уже приносят готовое. А было такое, там, что костюм, например, который приносит, ты такая, нет, он мне не нравится, нужно перешить. У меня нет. Мне никогда. А у какого дизайнера ты будешь в этом году платье шить? Еще пока не знаю. Пока не знаешь? Понятно. Тоже очень хороший, на мой взгляд, вопрос от твоих болельщиков. Что такое для тебя счастье?
Не знаю, счастье. Проводить, наверное, время с моей семьей и собачками. Спрашивают, почему ты поменяла платье на синее? Мы решили, что больше похоже на образ Дейнерис. Такого платья, как то, у нее не было, а синее было очень похоже. Мгм. Так, я сейчас открыла вопросы, которые тебе задают по ходу эфира. Слушай, конечно, все желают тебе там невероятной удачи. Спрашивают много про скольжение. Вот как вообще работать над скольжением? Просто тоже очень много работать, как над прыжками, стараться делать лучше. Так, так, многие вопросы мы уже задали. Спрашивают, ты знаешь, про диету. Есть ли у тебя какая-то диета? Диеты нет, я просто ну, не ем на ночь всякое неполезную еду. Вот. А так просто я очень много чего не люблю. Не люблю фастфуд, не люблю торты, поэтому мне, как бы, мне кажется, проще. А сладкое и мучное ты ешь? Ну, иногда, но не часто. А что вот самое-самое твое любимое из еды? Ответ пельмени не принимаются. Почему? Ну, не знаю, ну как-то пельмени, ты такая Мои вкусная. любимые, ничего не могу сказать больше. Понятно. А расскажи, пожалуйста, как-то поподробнее про свой рацион. Наверняка же мама в основном готовит еду. Вот что она готовит? Что ты ешь каждый день? Мне готовит мама и бабушка. Готовят Мгм. они очень разную еду всегда. Стараюсь правильно питаться. Мгм. Кстати, тоже несколько было вопросов таких. Посоветуй что-нибудь девушкам, которые хотят похудеть. Я считаю, что надо просто больше двигаться, а не сидеть на какой-то диете. Ну, конечно, Мгм. правильно питаться, но э, не совсем не есть, а просто больше двигаться. Мгм. Так, тоже вот хороший вопрос. Умеешь ли, сколько раз ты можешь подтянуться? 10. Ох, ничего себе. Но не так, как мальчики, я подтягиваюсь. А Ну, как? 10 раз, но и вот они так ровно всегда, а у меня по-другому немножко. Какой твой любимый каскад? Каскад. Полярсайх, наверное. Мгм. Сколько раз ты можешь отжаться максимально? Отжаться. А максимально мы не отжимались никогда. Ну, а вот по сколько ты можешь раз отжаться, так что, знаешь, даже не заметишь. Ну, 50 точно могу, а дальше не знаю, не пробовала ни разу больше 50, потому что самое большое задание было 50. Ничего себе. Так. Сейчас. Тоже хороший был вопрос. А, не могу уже его найти. Спрашивают, кстати, про твой любимый показательное. Твое любимое показательное выступление. У меня только одно показательное было. Ну, кстати, да. Какой твой любимый цвет? Цвет. Сейчас Мгм. нет одного, маленькое любила красный. Мгм. Понятно. Так, я стараюсь как можно больше вопросов прочитать, вот, которые задавали тебе во время эфира. Что бы ты посоветовала своим болельщикам? Что бы ты им пожелала? Я вот так перефразирую вопрос. Шалала. Не знаю, чтобы не продолжали за меня болеть, чтобы я постараюсь их радовать, и мне всегда очень приятно. Постараюсь всегда давать им автографы и фотографии, потому что ну, им, наверное, тоже приятно. Мгм. Вот все, знаешь, я вот читаю эти вопросы, их просто сотни. Все хотят узнать про твою новую программу. Скажи, примерно, когда вот уже
завеса тайны может быть немножко приоткрыта. Через месяц, чуть попозже. Как ты считаешь? Еще пока что не знаю, как определимся, поставим, наверное, объявим. Может быть и нет. Что может быть и нет? Может быть позже. Ну ладно. Спрашивают, какая у тебя мечта? Так понимаю, что выиграть Олимпийские игры опять не принимается, да? Иван? Нет. Олимпийские игры? Не, ну, Саш, ну это скучно. Еще что-нибудь? Знаю. Больше нет. А как часто ты представляешь, что ты олимпийская чемпионка? Ну, я пока что не представляю. Я хочу пережить это тогда. Уже. Пока что не знаю. Угу. Скажи, пожалуйста, а вот на сборах в Кисловодске уже понятно, сколько вы будете тренироваться? Как вообще проходят сборы? Это обычно там несколько тренировок в день. Какие это тренировки? Есть ли у вас все-таки выходные хотя бы раз в недельку? Ну, план тренировок я еще не знаю, а выходной, конечно, будет 1 неделю, как всегда. Угу. Чем ты будешь заниматься в этот выходной? Смотреть фильмы, читать книги, тут больше, я думаю, гулять по базе. Больше, я думаю, не получится ничего поделать. Слушай, а вот то, что тебя как-то вдохновляет, то, что вот эта база, на которой Евгений Викторович готовился к своим Олимпийским играм. Я просто считаю, что здесь очень хорошо готовиться, потому что тут другой воздух, тут на горе, тут будет тяжелее, зато когда потом приедем обратно, там будет легче, потому что всегда, когда спускаешься, потом намного легче. А ты раньше на высоте вот тренировалась или нет? Да, тренировался. Ну и как? Чувствовала, что это разница? Да, очень намного тяжелее тренироваться на высоте, чем внизу. Тоже очень мне нравится вопрос, хотела задать. Как кормят на сборах и сколько раз в день? Получается, ты там уже ездишь, попробовала местную? Приносит еду под дверь 3 раза в день. В смысле, под дверь из-за самоизоляции, да? Ой, понятно. Слушай, а вот из-за того, что сейчас вот эта пандемия на тренировках, именно в плане тренировочного процесса, это как-то отразится? То есть вам, не знаю, может быть, на льду надо дистанцию больше соблюдать или там тренироваться нужно по одному? Сейчас мы не можем выходить из номера, сидим в одном номере, не выходим никуда, пока не придут результаты. А дальше, наверное, будем соблюдать дистанцию. Так, не знаю. Мне просто надо уже заканчивать. Да, Сашечка, мы уже заканчиваем. Вот хороший вопрос. Слышала, что у тебя должно было быть новое платье на ЧМ, но мы его не увидели. Какое оно было? Я сама его не увидела. Оно должно было быть, ближе туда, к миру. И я его ни разу сама даже не видела. Последний, наверное, вопрос. Какой самый счастливый момент в твоей жизни? Наверное, лампу когда купили. Серьезно? Я очень хотела пуделя, да, и она полностью оправдала мои ожидания, и ездили мы за ней в Великий Новгород. Так, это, наверное, еду принесли? Я не знаю, что они хотят, но, наверное, нет. Наверное, не еду, не знаю. Понятно. Ладно, слушай, последний вопрос все-таки. Следующая твоя собака, какой бы породы она была? Ты наверняка об этом думала.
нравится. На какой-нибудь выбери совет. Ну, так, если просто нравится, то нравится Кинг Чарльз Спаниель. Вот. Но ее я точно не скоро заведу. Почему? Типа, Она потому что такая, вот, например, такая же, как Лана, и это что-то, ну, короче, одинаково по размерам. Вот. Так что... ладно, Сашечка, я тебя отпускаю. Очень много людей сейчас пишут спасибо за эфир. Я тебе тоже от души, тебя тоже от души благодарю. Желаю тебе самого-самого лучшего, чтобы эти сборы вообще прилетели как один миг, потому что я знаю, что для спортсменов иногда тяжеловато, так много тренировок, нет вокруг родных и близких, но при этом, чтобы было все очень-очень продуктивно. И самое главное, чтобы ты вот шла к своим мечтам и шла к своим невероятным успехом, четверным, и оставалась самой-самой крутой. Вот, спасибо большое, что ты уделил нам время, и, естественно, эфир мы этот сохраним. Спасибо, мам. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока. До свидания.